Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. И сегодня я вам продолжу рассказ про то, как ломают лагеря, перекрашивают их из черные в красные, как происходит ломка людей, режима и так далее. Это продолжение. В прошлом ролике я начал это рассказывать. Все, что я видел, это, так сказать, канал основан на реальных событиях. Для тех, кто впервые на канале, хочу рассказать немного о себе. Я провел 12 лет в местах лишения свободы, чем я не горжусь. Здесь я просто рассказываю свой опыт, дабы оградить кого-то от моих ошибок, ну и также смотивировать изменить свою жизнь, как смог это сделать я, вот несмотря ни на что. Видео не несет никакой пропаганды, агитации, я за свободную, спокойную, мирную жизнь. Итак, кто смотрел предыдущий выпуск, он так и называется, как ломают лагеря, помнит, и остановились мы на том, что я прибыл в колонию, вот, где уже зону начали перекрашивать, еще до того, как я туда приехал. Это, кстати, происходит частенько, когда меняется начальник колонии. То есть, когда сменился хозяин, другой приходит и как бы новая метла по-новому метет, он начинает наводить свои порядки. Допустим, он не хочет, чтобы была власть там черных, да, блатных, там, так называемых. Он хочет, чтобы была власть там сотрудников. В некоторых зонах, кстати, есть такие случаи, когда приходил начальник и наоборот ослаблял гайки, его как-то больше устраивало то, чтобы как бы все было в балансе. Реально есть много таких случаев в Волгограде, например, где всю жизнь была краснота вообще. Еще даже в те времена, когда большинство лагерей были черные, а Волгоград как бы славился вот тем, что там ходят под барабанами, бьют, избивают там, и так далее. В общем, есть ряд командировок, так называемых, да, которые еще с тех времен, вот, которые, короче, всю дорогу были красные. Это вот Саратов, это знаменитый, Волгоград, что еще там, сейчас даже и не вспомнишь так. Ну, короче, их много. Их много, но как много? Их процентное соотношение раньше было 10% из 100. Но они были всегда, с ними там ничего нельзя было поделать. Памяти у меня, к сожалению, уже нет. Все это ворошить, какие именно были города. Киров был, я помню точно. По-моему, Омск. Ну, много. Ну, достаточно много было. Но по соотношению, как бы, ну, процентов 10 вот, от общего количества зон. И там это было всегда, но сейчас, насколько я знаю, и насколько я уже сам это застал, наверное, процентов 80-70 лагерей красные. Ну, короче, продолжаем. Когда я прибыл в ВК-1 в Рязани, кстати, не забываем подписываться на канал, ставить пальцы вверх, писать свои комменты по поводу того, что какое положение лучше для арестантов, чтобы они, так сказать, больше прочувствовали режим, да, в красной зоне, но есть вариант, что они могут выйти из-за этого озлобленными и опять как бы начать что-то творить. Либо, чтобы они сидели в такой более черной зоне, но чтобы как бы это, ну, чтобы их никто там не притеснял, ни администрация, никто не прессовал, они, может быть, выйдут более добрыми. Там, напишите обязательно. И, кстати, на моем втором канале вышел видос, чем кормят в американских тюрьмах. Мне товарищ прислал из Америки посылку с американского магазина тюремного. Что там продается, что зэки себе могут купить, короче. Я вот это все снял, распаковку, там все показал, короче. Переходите, ссылка будет на ролик в описании. В общем, приехал я в зону, там уже начали зажимать гайки потихоньку. Мне, кстати, это было не особо заметно, потому как, ну, в принципе, если сравнивать с черной зоной в Брянске, где я сидел, да, там разница большая, но когда я приехал, все пацаны говорили, что уже зону начали зажимать. Здесь раньше было вообще типа красота, жара, но я вам скажу так, по сравнению с тем, что там стало потом, это была вообще чернючая зона. Вот, то есть трубы были телефоны, курили в секциях, плитки
были, да, на плитках, короче, готовили. Плитки так-то запрещены, короче, не разрешает администрация плитки, потому что вообще, по идее, не должно быть еды, которую надо готовить. То есть она должна быть такая вся там, приготовление максимум там в кипятке. Вот. Потом, что еще-то было? Ну, после отбоя, естественно, там смотрели телевизор. В общем, вся движуха была. Я не знаю, в чем. Ну, единственное, что было с перемещениями по зоне, были проблемы. Вот. Но и то, в принципе, я как бы, вот, не знаю сколько, несколько дней был в лагере. Я сказал, что мне надо там до такого-то, такого-то дойти там. Ну, в прошлой серии я говорил, что, зачем и почему, да. Меня без проблем пропустили, прям днем. Вот. И потом, как бы, сколько прошло времени, не знаю, наверное, месяц, может быть, может, я не помню, может, 2, может, 3, короче, ну, не больше. И стали закрывать всех тех, кто при делах, вот, этот Блаткомитет, и тех, кто был раньше при делах, потому как они, как бы, такие игроки запаса, скажем так, в общем, они могли тоже, так сказать, если начнется ломка, как-то показывать свое отрицательное отношение к режиму, даже несмотря на то, что они вроде как типа из бывших. Да? Бывает такая канитель, человек смотрел за бараком, потом его посадили, он просидел там полгода в буре, к примеру, да, вышел и все. И просто живет, как бы, ничего не делает, такой, типа, ну ее нафиг, больше я не хочу. Ему, кстати, за это никто ничего не скажет, он, типа, заднюю дал, там, что, нет, там нет такого, что из нашего казино так просто не уходит. Нет, как бы, все, не хочешь, как бы, он может выйти и даже на работу пойти, на промку, скажет, все, я не хочу, блин, ну ее нафиг, там, сидеть, тем более. Изолятор там был такой, что просто капец, то есть, блин, я как-нибудь вам расскажу. Что там в изоляторе, сделаю ролик отдельный, что в изоляторах происходит в красных зонах, это вообще трешак, то есть, там в попу зэки себе засовывают столько чая с сигаретами, еще не в каждый бардачок в ленд-крузере поместится. Вот, короче, дело к ночи. И начало всего было такое, как бы, жесткой ломки. То есть то, что всех вот позакрывали, все, в зоне никого не оставили, никакого, скажем так, сопротивления, никакой оппозиции. Вот. Но так как я человек, я приехал только и не особо нигде не светился, но я такой околоплавающий был в то время. Ну, как в то время, я всегда был такой, знаете, где-то рядом, что-то с кем-то, ну, так сказать. Вот это и называется, в принципе, мужик такой, который дает поддержку. И, как бы, вроде как бы все знает, но никуда не лезет, да. Он, как бы, живет, все в курсе, что происходит, со всеми, как бы, общается, но никуда не лезет, там, просто живет, как бы, братва, мы не хотим стрелять, мы наблюдаем. Вот, в общем, когда их всех позакрывали, остался я один. Мне, кстати, досталось от них огромная куча врагов. Вот, потому что Блаткомитет, они между собой постоянно грызутся. Вот, я потом там, вывозил, там такая ситуация была, конечно. От одного человека мне достался враг. Вот, короче, я не помню, из-за чего был кипиш. Я уже этот ролик на эту тему делал. В общем, получилось так, что, надо делать опять отдельный по этому поводу, как-нибудь сделаю. В общем, меня хотели схавать, получается, думали, что пацанов раз закрыли, то типа, меня никто не поддержит, а я, скажем так, такой остался один, знаете, такой малек плавает, вот, что бы тебя не съесть. Вот, раз уж ты с ними там терся и так далее. Но не получилось, потому что они даже оттуда мне дали такую поддержку. И, в общем, в итоге наказали этого человека. Вот. Достаточно жестко. Надо рассказать, как-нибудь расскажу. Вот. И, в общем, как бы их позакрывали. Достались мне вот эти вот все эти враги. Но это ладно. Я, в свою очередь, кстати, им помогал. Стал помогать на свой страх и риск, кстати. Я тогда как бы особо ничего не боялся, что, посадят меня в изолятор, посадят меня потом к ним, как бы все, опять будем все вместе сидеть. В общем, я их стал руками и ногами, и глазами, и ушами в жилой зоне. То есть они находились там в СУСе в этом.
Вот, то есть мы постоянно были на связи, я там чем мог им помогал, там собирал какие-то штуки, ходил по бараку, там, пацаны, дайте там на СУ-100, на это. И это уже даже, как бы вам хочу сказать, это было началом того, что на меня уже, ну, естественно, обратила внимание администрация в свою очередь. Вот, то есть, естественно, у них есть там стукачи, они скажут, вот такой-то, такой-то двигается там для СУСа, там ходит, спрашивает. Вот им потом отправляет, с ними общается, там то-то, то-то делает. То есть они все движения это знают и как бы на ранних стадиях даже в курсе. Вот. И вот так вот я двигался, там им, короче, тусовал, там бывало такое, что там, закусывался тоже там и с председателем СДП, потому что там председателя СДП поменяли, чтобы прекратить вообще все движения в зоне, вот, то есть они реально все прекратились, и чтобы сходить на другой барак, а это надо было сделать мне вот там по каким-то вопросам, опять же по этому СУСу, да, мне приходилось там идти в столовую, там где-то ныкаться, ждать, пока этот отряд придет, менять бирку, что типа бирка этого отряда, одевать там шапку на голову, потому что, ну, там реально стояли там, камеры, конечно, не вычисляли, но там стояли активисты и уже начали тебя ловить, и они как бы, ну, практически каждого знали в лицо, типа, что ты из другого отряда пришел. Ладно, хрен с ним, ты прошел туда, дальше проблема оттуда выйти. Пройти туда было, кстати, легче, чем выйти. Вот выйти, там обратно выходишь типа по санчасти, потому что вечерний был выход в санчасть, можно было сходить взять таблетки какие-то там от головы, да. И там уже на санчасти ты переодеваешь обратно, там туда-сюда. Потом эту канитель стали палить, и они там, естественно, они понимают, что многие так делают, что ходят по баракам, по санчасти обратно возвращаются. Там начали отстреливать, и я попадал тоже. И попадал там под Дубинал, то есть там начали уже, ну там как начали, я рассказывал, как меня приняли, там какой был этап, там уже, походу, лупить начали давно. Вот. Ну и потом продолжили. Знаете, дубинкой они били в основном по жопе, по ногам. Но после, наверное, второго, не знаю как, но после третьего удара, все, ноги тебя не держат, ты пытаешься уцепиться за стенку, чтобы не упасть, вот, а тебя продолжают бить, короче, РПшкой, короче, больно получать по жопе, по ногам, вот, тоже, и вот так вот ходил на свой страх и риск, вот, но это не суть, самое главное, какая у них была схема, смотрите. Они взяли, ну, сотрудники, да, назовем их так, не будем никого оскорблять, ладно. Они взяли один барак и его полностью расселили по другим баракам, типа под ремонт. Сделали там ремонт хороший, потому что в остальных был срач. Сделали ремонт хороший и стали намного жестче принимать этапы. Вот, то есть я приехал, и то был не подарок далеко, знаете, такая приемка. Они стали принимать еще жестче. Тех, кто сопротивлялся, их в зону не выпускали. То есть их сразу с карантина в изолятор и увозили на ЕПКТ, и либо в СУС закрывали. СУС, когда стал переполнен, стали вывозить сразу на ЕПКТ, либо кого-то с СУСа на ЕПКТ. Вот, то есть, если кто-то попадался такой, как бы, ну, на черной волне, на Мурке, его в зону не выпускали. Не то, что в зону, даже в карантин не пускали. А всех, кто были в карантине, их стали кошмарить прям сходу. Ну, били, заставляли подписывать всю фигню, водили на обязательные работы, на 106-ю, копать запретку. Вот. А копать запретку, это вообще, как бы, ну, если брать вот по тюремным законам, это работа вот петухов. Вот. Но менты это знали и типа специально по факту водили, чтобы, ну, все, типа, людей этих, им ходу не было вообще ни влево, ни вправо. И вот этих всех людей запуганных, сделавших практически все, там, чуть ли, кстати, знаете, вот в некоторых зонах, я слышал, вот, ну, вот это была зона, когда ее ломали, да, все равно ее сломали не до такой степени, прям, чтобы прям стало вообще капец как жестко. А вот зоны, про которые я говорил до этого, да, вот в самом начале, там, которые были всю дорогу, Красные Саратовы, там, я сам, конечно, не видел, слава богу, но я от много кого слышал, что
там в карантине менты и, короче, красные заставляли целовать огромный, типа, вырезанный фаллос всех. То есть вот все, целуешь его и проходишь, короче, ну, в зону поднимаешься. Или там, не знаю. Короче, всех заставляли такую. И это я реально много от кого слышал. Но это, насколько я знаю, не байки, потому что даже, как сказать, старые арестанты, скажем так, это рассказывали, и опытные, и смысла нет. Это, ну, как бы, если бы кто-то это раз сказал, 2-3, не, но там были, как бы, действительно люди, откуда ты знаешь тогда, да? Что там был, что ли? Да, ну, я не целовал, ничего такого не было. Ну, знаете, даже после таких вещей с таких людей не спрашивают, потому что уже давным-давно, там, скажем так, в верхах криминального мира в то время было решено, что с людей не спрашивать за эти лагеря, потому что там невозможно исправить положение. Ну, там можно, конечно, умереть. И умирали, кстати, в то время достаточно много тоже. Кого привозили, то на ломку, кто отказывался. Убивали и, ну, реально забивали до смерти, убивали. И очень часто ходили в то время тюремные вот эти малявы, что там-то убили человека за то-то, там, ну, не тоже за то-то, вот при таких обстоятельствах. Это не то, что сейчас, вы знаете, стало, что там смертность какая-то. Нет, сейчас смертность, кстати, в лагерях уменьшилась. А вот в начале нулевых, я уж не говорю про 90-е, там народ помирал вообще там много от чего. И менты тоже забивали, и там от всяких медицинских там неоказаний помощи, там, от болезней и так далее. Вот, ладно. И, короче, вот этих людей запуганных с карантина, которые уже там сделали все, чуть ли только вот не поцеловали этот деревянный хер, их стали засовывать в этот барак. Вот про который говорил, отремонтирован, который под ремонт. И вот стали забивать только этими людьми. Поставили туда, короче, лютого завхоза такого, здорового такого, он там, не знаю, что, жрал там на каких протеинах. Короче, ну, реально огромная рама. Вот. И у вас рождается, наверное, вопрос. Ну, а что старые-то арестанты же там, он один барак в зоне, остальные-то что там, бунт не подняли, кипиш не подняли, да? Я же вам сказал, что, ну, перед этим всех посадили, всех, кто что-то мог, практически всех, посадили в СУС. Вот. Когда это все началось, хозяин, начальник зоны, блатным всем сказал, не знаю уж, как он их собрал, там, не знаю, или там, может быть, где-то кому-то в отряд пришел сам, либо где они пересекаются, я, короче, не знаю. Короче, суть была такова. Он говорит, если тронете мой вот красный уголок, вот этот барак, да, залью кровью весь лагерь. И туда никто не ходил. И туда никто даже не пытался ничего как бы передать там или что. В общем, смотрите, его огромным забором огородили. Туда было не пройти. Все. То есть, получается, знаете, как более-менее черная такая режимная зона, а в ней красный барак. Красный барак. То есть, где нет ничего. Где никаких там смотряг, никаких блаткомитетов нет. Где есть завхоз, который там как бы все, режим. 10 отбоев, 6 подъем. Вот, естественно, все, кто там сидел, понимают, что, ну, поняли со временем, что они такие одни в зоне. В следующем выпуске я вам расскажу, что было дальше. Вот. Но, забегая вперед, хочу вам сказать, что таким способом вот по итогу и застроили всю зону. То есть по баракам. Барак, бум, отремонтировали, отделили, забили. Следующий, бум. И вот так вот потихонечку вытеснили. Я как раз, когда там был, уже один барак оставался, только черный, остальные все были красные. Но это такой трейлер, да, следующих роликов. Я вам постепенно все расскажу. В общем, продолжилось это так. Закрыли всех бывших или действующих блатных. Вот, оставили таких. Ну, все равно какие-то остались же, да, все равно были такие смотряги за бараками. Вот, создали один барак. Создали, ёпта, как в Counter-Strike, блядь, сервер. Кстати, не забывайте заходить на второй канал, там у нас игры онлайн с ребятами, короче, с подписчиками. Я играю в GTA RP, в CS.
Вот. Да, вот так вот бывает. Сначала сидят в тюрьме по 12 лет, потом в игрушки шпилят. Вот, в общем, сделали барак, туда стали забивать запуганных зэков. Вот. Что было дальше, узнаем в следующем выпуске. А пока прошу вас также, как в начале, поставить палец вверх, подписаться, поставить палец вниз, если вам что-то не понравилось. Обязательно написать коммент, что вы думаете по этому поводу. Лайки, как обычно, бесплатные. Я договорился. Дизлайки, кстати, платные. Я тоже договорился. 100 рублей дизлайк. Посмотрим, сколько мне денег накидают таким образом. Вот. Что, ребят, еще хотел сказать. Огромное спасибо всем спонсорам, кто нажимает синенькую кнопочку «Спонсировать». Вы меня очень продвигаете по Ютубу. Вот, в принципе, и все. Давайте. Жду обратную связь. Пишите. И исходя из этого, что вам интересно, более интересно было в этом ролике, я более подробно что-то расскажу. Не занимайтесь никакой херней, не попадайте в плохие места, в плохие ситуации. Слушайте то, что я вам говорю, мотайте на ус и берегите себя. Всем удачи и здоровья.